Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим о цене биткоина. Посмотрим на график сдалека. Это у нас дневной таймфрейм. Этот будильничек, слышите, да, его я поставил на... Где у меня здесь? На CoinGlass. Тоже советую здесь поставить будильничек, чтобы вы слышали, когда он пиликает. Ну, я на другом сайте открыл. На другой... Почему-то в Safari его не, он не отображается, хотя все везде разрешения стоят. Через Braves работает. Лонги, шорты 50-23 на 49-77, да, то есть на 23% лонг выше. Так. В общем, что у нас сдалека? Сдалека у нас Атлант шортовый. Выход из вот этого накопления, помните, да, шортовый. То есть нас тянет вниз очень сильно. Это раз. Второе, у нас было вот этот вот структура такая, медвежий вот этот вымпел, который еще до сих пор себя не отработал. И отработка его, то есть куда он должен был пройти? В район, смотрите, 19100, 19 тысяч. Это раз. Теперь у нас здесь собирается тоже такая структура, да, которую видели, да, что у нас было вчера. Прям четко сходили вот в этот уровень. Вот нижняя линия трендовая была по вот этому фитилю и по вот этому фитилю. Вот мы четко вчера вот сюда вот сходили на 19574, 19600 у меня цель была и 19666. Вчера в группе отписывал этот момент. Но всю позицию я не забрал. Я предполагал, что пробьются и пойдут ниже. То есть на отработку вот этой структуры, вот этой высоты и отважного уровня 20 тысяч. То есть его здесь выдерживает этот уровень. Он здесь главный. И по этой отработке это у нас выход как раз, смотрите, вот эта высота, она одинаковая. Тоже это отдельная история. И по этой отработке у нас выход в 18 тысяч должно быть. Вот так вот. 18 982. А если по этой структуре смотреть, да, которая у нас выстраивается, то это у нас выход на 19 300. Еще раз возвращаем вот эту высоту. И видим, что у нас здесь 19 тысяч. Да? 19 100. 19 800. И у нас получается вот это движение может состояться. Как раз нас пока, вот на глобальном, да, если смотреть, нас тянет вот в эту область. Все. Пока ее не отработает, особой веры никакой другой нет. Так, с большого таймфрейма, что видят крупные, да, игроки. Тихо. Да ё-моё, я опять тут раз бардак навел, да, себя. Сейчас подумаю. Так. Это у нас биржа BingX. Кстати, ребят, это совет, маленькая рекомендация. Очень удобно торговать на бирже BingX через терминал TradingView. То есть включил TradingView. Сейчас. Зашли, например, ко мне в телеграм-канал BitAtlant. Нажали закрепленное сообщение. Первое, второе. Лучше всего, конечно, войти на самое первое закрепленное сообщение. Там все основные ссылки. Вот первое закрепленное сообщение. Здесь мой твиттер, наш чат. Подписаться на график к Атланту. Вот сюда к нам на график. К нашим чертежам. И
торговым стратегиям, и к искусственному интеллекту, который подсказывает, когда входить и выходить из позиции. Дальше подписался на биржу BingX и TradingView, Bybit, Bitrue, OKEX, все остальные биржи тоже у нас здесь сложены. Через биржу BingX можно покупать через P2P обменник, так же, как на остальных биржах. Но я сейчас в каком регионе нахожусь, в геолокации, в которой я сейчас нахожусь, у меня P2P почему-то здесь не отображается. Поэтому не могу пока ничего сказать про него, но, в общем, P2P уже работает. Для России тоже. Холодный кошелек Clever Wallet, которым сам пользуюсь. Вот он, ссылка переход. Выгодный обменник Advance Cash. Это выгодный обмен из крипто в фиат. То есть проторговал на BingX. Надо мне, если рубли примерно, вот как я здесь пользуюсь, да, картой, это Union Pay, я с BingX перекидываю на Advance Cash, с Advance Cash увожу на Union Pay карту. И очень маленькая комиссия. И дальше уже здесь выводишь бат через терминалы. Но они здесь снимают комиссию, поэтому, в общем, вот так работает. Удобно из BingX на Advance Cash. То есть Advance Cash как выгодный обменник. Дальше гематрия. Это у нас... Короче, кто знает, что это такое, тот понимает. Это геометрический калькулятор, который имеет очень много подсказок мистических, да, своеобразных. Кто бы что ни говорил, но каким-то образом это все работает. Далее Тинькофф. Это Тинькофф, биткоин, фриспин. Кстати, биткоин, фриспин, ребят, интересная, полезная штука. Интересная, полезная штука. Находится у меня она тоже открытая. Вот она здесь находится. Смотрите, ссылка есть. Каждый час здесь можно нажимать кнопку, да, и вам оно прокручивается. И чем дешевле цена биткоина, тем больше вам сатош падает. То есть было 9, сейчас он подешевел, сейчас 20 сатош к вам капает. Я говорил, что настройте вот эту штуку там детям, например, и пускай они постоянно ее тыкают. Вот здесь уже вот 10 тысяч сатош. Оно по чуть-чуть само по себе капает, то есть постоянно нажимаешь. Но здесь еще есть, то есть ты когда нажал прокрутить, да, потом тут вылетает окошечко и мультиплай, где вот он, да, окошечко, вот переход на вот такую рулетку. Здесь bet high или bet low, то есть число меньше или больше будет. Но это разводняк своего рода. И еще здесь можно делать, вот галочку нажали, да, то есть я потрачу плюс 2 сатоши. То есть, смотрите, вот у меня сейчас 74. Я нажимаю, у меня здесь 1 сатошек идет, да, в работу. То есть я нажал, вот плюс 1 я заработал, стало 75. Нажимаю, минус 1, стало обратно 74. То есть поставлю здесь, если там 10, то можно так 10 прокручивать. Понятно. Далее здесь... Кстати, здесь тоже есть небольшая стратегия. Вот постоянно вот так вот тыкаешь, вот красное, да, вот 3 раза. И вот так вот набираешь позицию из 12, потом ставишь максимум, делишь раз на 2, это раз вход, да, 2 на 2, 3 на 2, 4 на 2, ну и 5. Вот когда у тебя было 12 подряд красных, и у тебя есть 5 ходов, 343, потом умножаешь на 2, 600, то есть, понятно, да, каким образом? То есть в любом случае свою сумму ты можешь обратно-назад вернуть. Вот типа такого варианта. Сразу плюс 6. Понятно, смысл понятен. Далее, здесь есть, если у тебя включена один из вот этих выходов, да, то есть на джекпот, на 3 восьмерки, то есть включаешь себе такую функцию и делаешь прокрут с минимальной ставкой. Если выпадает 3 восьмерки число здесь, то есть у тебя снимается 2
и плюс 1, то есть минус 3. А у меня сейчас плюс 1, значит, только двоечка снялась, 76. Нажимаю. Вот сейчас минус 1 и минус вот этих 2, получается минус 3. Было 76, стало 73. Понятно, да? То есть как работает. И вот так вот можно тоже крутить, 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 и может выпасть число 3 восьмерки. Ну вот оно, конечно, так на видео никогда не выпадет, но сам факт. А у меня вот этот момент выпадал просто случайно. Я на 13 вот эту ставил, вот так. И в автоматическом режиме поставил, оно прокручивалось, и как-то было дело, что выпадало вот такое значение. Далее. Но лучше вот в это вот не лезть сюда. И деньги ни в коем случае сюда личные не вкидывать. То есть есть вот фри, бесплатная вот эта крутилка, вот крутите ее. Если, например, сейчас начать, кстати, там может еще число, смотря какое число выпадает. Если от нуля до этого числа, то 20. Если 10 тысяч выпадет число, то сразу такая сумма может упасть вам на счет. Тоже был такой момент, что выпадало, по-моему... предпоследнее значение, 998, вот это вот выпадало. Вот такое число падало как-то. Далее, вывод. Выводить они дают 3000, они снимают комиссию, все остальное они тебя могут вывести на кошелек. То есть в данном случае я уже отсюда могу вывести 7000 сатош. Ну, они от них толку ноль сейчас в данный момент. Вот так эта штука работает. В общем, тоже на Free Bitcoin это бесплатный кран, сатоши тебе капают. Пока это работает, тоже подключайтесь, можно сказать, копайте. Так, куда мы идем? Все, 20-100 вот держит, ни вниз, ни вверх. В общем, из вот этого момента понятно, да, что куда мы можем провалиться. У нас есть выход вот сюда, да, здесь это накопление в виде алмаз, но я тоже говорю, что на алмаз оно как-то не совсем тянет, да, растянуло тут все, растянут этот ваш алмаз. Если что-то типа такого. Растянут этот ваш алмаз. Да, некрасиво это все. Структура должна быть красивая и ровная. Здесь тоже у нас идет кривая, она вверх поднимается. В общем, ожидание то, что мы должны выйти вот сюда, в нижнюю часть. На 19 тысяч выход. Так, переходим поближе. Давай, наверное, на час перейдем, там часовика достаточно будет. По Атланту. У нас сейчас Атлант на 15 минутке лонговый. Кстати, 15 минут лонга на Поланексе. А на Поланексе как был шорт. Вот, ну это часовое, ну-ка, пятнашка. Да, пятнашка лонговая, все. Не доглядел чуть-чуть. И на Поланексе что у нас? Тоже вот про торговку ведем в таком канале. Это у нас клин собирается, да? И канал идет. Вот мы сейчас спускались к нижней грани, опять вышли наверх. И вот сейчас здесь вот уровень 20 тысяч, очень важный уровень в данный момент, его расторговывают. Так. Так, координаты 20 тысяч ровно. Вот этот уровень у нас очень важный, да, его здесь, в него цена ударяется и возвращается, от него ударяется, возвращается, пробили, провалились, пробили, вышли, вверх, вот теперь сверху его тестим. Сейчас будет еще, скорее всего, тест, и, возможно, уйдем вниз. Когда? В 15:30
по Москве выходит новость. Там по активности по США. Вот США уровень безработицы, вернее, по уровню безработицы в США, вот я себе отметку сюда поставил. И ребята, кто подписаны, да, к нам на Атланта, они видят все эти пометки, когда открытие торговых сессий, какие важные. У нас сейчас идет война между Америкой и Китаем, на самом деле. Ну, война, условно, финансовая, цифровая. Это у нас основное. Юань с долларом борется. Вот и посмотрим, кто кого. Но, конечно же, смена эпох, смена поколений приведет, скорее всего, юань вылезет вперед в дальнейшем. Так, что у нас здесь? Жалко, что время здесь ограничено. Давайте этот момент разберем. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. В телеграм-канал скидываю постоянно все актуальное, новое, полезное. Это по Атланту, кстати, по Атланту проторговка за вчера, с понедельника по пятницу. Сегодня у нас пятница. Здесь почему-то не записались. Еще 2 актива у меня было, 2 минуса по 100%. Ну, в общем, я это все дело посчитал, сложил. Получилось 1300% и минус 500%. Короче, 805% это прибыли к торговому депозиту. Далее, здесь очень много в сети появляется таких структур, прогнозов, что идет у нас клин, да, из него выход будет наверх. Ну и дальше шедевральный мультик про психологию, про лиса. Посмотрите, как он всех обманул. Далее Шварц скидывал вот такой анекдот. Я его скидывать не буду. Это анекдот. Папа, ты в призрака веришь? Нет, сынок, призраков не бывает. Но горничная сказала, что бывает, да, и папа ему говорит, ты что, собирай вещи, валим отсюда. Сын, почему? У нас, говорит, горничная, это не то. Анекдот такой с черным юмором. И, опять же, черный юмор с анекдотом. Предположение, что пойдет наверх. Ну, это Шварц, конечно, он своеобразный тоже такой чувак. Но слушать, прислушиваться к разным людям стоит. На всех парусах пошел. Прислушиваться стоит к разным этим ребятам. Это уже много чего интересного. Так, журнал «Экономист», да. Интересная новая обложка. У нас Меченый ушел. Статуя свободы, как Жан-Клод Ван Дам. Борется с пустым зданием на шпагате, да, как будто под день раскол Сан-Андреас раскололи. То есть экономический коллапс. Да, я ожидал, что у нас будет все-таки провал больше вниз и больше заработаем. Так, ладно. Сейчас, ребят, время заканчивается. Наверное, запишем еще одно видео к вот этому формированию, куда пойдем. Давайте через 5 минут увидимся.